Мне постоянно задают одни и те же вопросы. Как ты можешь быть против своей собственной страны? Очень просто. Я не против людей, а против того, что сделали с моей страной. Но ведь ты украинка. Да, и именно поэтому у меня есть право говорить правду. Я видел, как наша страна с 2014 года бомбила людей, в том числе и меня, как нас объявили врагами только потому, что мы говорили по-русски. Кстати, я до сих пор говорю по-русски. Я люблю мир, я люблю справедливость. И я люблю честность. Почему ты вообще говоришь об этом публично? Потому что молчать значит соглашаться. А я уже слишком многое видела, чтобы молчать. Я украинка, но я не слепа. Прошлой ночью произошла массированная атака на Украину, и Россия уничтожила последнюю электростанцию. Это уже глобальный коллапс Украины. Изнутри, что мы видим, вся Украина осталась практически без электричества. Речь уже идет не о отдельных регионах Украины, а речь идет уже практически о всей Украине. А что это обозначает для Украины? Фактически поражение. Друзья, ситуация стала такой критической, что вмешалась Международная атомная комиссия. И это, друзья, крайне плохой знак. Но Зеленский в это время оскорбляет собственный ВВС, чтобы переложить вину от собственной вины. Масштабная атака на энергосистему Украины. Взрывы, пожары, города в темноте. Удар по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям. Огромные разрушения. Проблемы с электричеством и катастрофические последствия. Все АЭС на Украине остановили выработку электроэнергии после ночной атаки России, сообщает МАГАТЭ. Целью атаки стала энергетическая инфраструктура, включая подстанции, Бурштинскую и Добротворскую ТЭС, а также Трипольскую ТЭЦ. В большинстве регионов введены экстренные отключения электроэнергии. Всего по территории страны было запущено 39 ракет и 408 БПЛА. Всего 2 дня назад Украина захватила генерал-лейтенанта разведывательного ведомства. Он был застрелен в Москве. Менее чем 24 часа последовала ответка России. Мне всегда очень нравится, когда в западные СМИ пишут не Россия атаковала, а Путин. Цель России – ослабить Украину, разрушить инфраструктуру. Разрушенная инфраструктура обозначает полный конец Украине. Это умный ход России, умная тактика. Нет, я не желаю нормальному украинскому народу несчастья и страданий. В любой стране есть и такие, и такие. Это однозначно. Как бы мы были не злы на какой-то народ, надо смотреть на все это объективно. Говорится так, что как только ситуацию с безопасностью позволит, начнутся ремонтные работы. Но мы знаем, какие работы ведутся и как долго в Украине. Путин вызывает крупные перебои с электричеством. Мирные переговоры Трампа пока не приносят. Чего? Россия ночь за ночью разрушает энергетическую инфраструктуру Украины мощными бомбами. Цель Путина – измотать население, ослабить боевой дух украинцев, сделать страну темной и ледяной. Из-за причиненных повреждений в субботу утром в большинстве регионов была отключена электроэнергия, сообщает сетевой оператор Укрэнерго в онлайн-сервисе Telegram. Такие ремонтные работы за час, за день, за 2, за месяц ничего не исправить. У всех коммунальщиков уже отправили на фронт, кроме тех, кто мог позволить себе откупиться. Но я не думаю, что коммунальщики имеют столько денег, что могли позволить себе откупиться. Остались одни старики. Таким образом, сейчас в Украине наступил один из самых ужасных сценариев, который только можно представить. Россия уничтожила большую часть инфраструктуры ракетами. Остальную часть Украина вынуждена отключить, чтобы она не из-за стабильности вышла из строя. Вся Украина практически осталась без электричества или останется без электричества. И Путин вернул Украину в каменный век. Но ситуация же катастрофическая внутри. Ситуация катастрофическая. Специалисты, которым я верю, говорят следующее, что полностью погасить они не смогут. Что они смогут? Они могут делать большие блокауты. 3-5 дней полных суток отсутствия света. Света, воды, соответственно, отопления.
Ну, перспективы мы с вами пытались оценить. 5 дней, например, при минус 26 по ночам вообще без света и отопления. Вот эти 3-5 дней способны сделать город нежилым. При совпадении определенных условий. Если удастся блокаут в Киеве, например, там, да, в Одессе, в Днепре, в Харькове, и при этом будут морозы тяжелые. Если это слишком сложно. Если точно попадут, точно собьют, точно погасят, и если в это время будут морозы, и коммунальные службы не успеют, если и так далее. Но под такой опасностью мы живем постоянно. Она существует постоянно. Вот эти все разговоры российских военкоров, что Киев висит на одной сопле, ну, а там Кривой Рог, Одесса, Харьков, Днепр на 2 соплях, там 2-3 соплях, то они в значительной степени имеют под собой основания. Но даже одну соплю надо уметь перебить. Раз, во-вторых, оно должно совпасть еще рядом факторов. Первое – сильный мороз. Второе – там, например, неумелые, неэффективные действия коммунальных служб и энергетиков. Слишком много факторов. Поэтому какой-то фактор обычно не срабатывает, какие-то сопли остаются, и начинают энергетики поднимать так или иначе. Вот. Другое дело, что существуют очень проблемные места, та же Троещина в Киеве, например, где ТЭЦ погасили, и туда быстро раскинуть и подвести очень сложно. В других районах проще, там, в силу особенностей сети. Это да. Но хорошо, Киев уцелел, сидит по замерзшим квартирам, а Троещина вся уже нерабочая. Это что же не очень благоприятная ситуация, правильно? А кроме Киева есть другие города. Поэтому, да, это хроническая опасность. Она не носит катастрофический характер, но близкий к катастрофическому и способный на определенных условиях. Правда, им нужно еще совпасть. Это не просто совпасть. Она может приобрести именно катастрофический характер. То есть город становится действительно нежилым. Такой апокалиптический сценарий, вероятность его отлично от нуля, я бы сказал так. Она есть. И она постоянно висит угрозой. Сейчас я вам покажу карту с атаками прошлой ночью. Вы сами убедитесь, что особенно украинские атомные электростанции сейчас в критическом положении. А вот карта с атаками прошлой ночи. Как обычно, дроны отмечены желтым, крылатые ракеты – зеленым и красным, баллистические ракеты отмечены фиолетовым. И будьте внимательны, потому что эти ракеты не самый большой риск. Сейчас я покажу тебе, почему эти атаки особенно украинские. Атомные электростанции оказывают в чрезвычайно опасное положение. Но сначала нужно понять одно, и это видно на карте. Потому что эти баллистические ракеты были гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые немного юго-западнее Киева в районе Венецка упали, потому что именно там находятся 750-киловольтные линии Украины, которые являются основой украинского электроснабжения. Какие последствия после всего этого можем ожидать? Именно там находится сердце, источник электроэнергии Украины. Это не только важнейшая украинская электролиния передач, но и одни из самых тяжелых, чтобы их ремонтировать. Но даже если Украина или Зеленский по его команде восстановят эту линию, Путин сразу же опять обстрелит эти объекты. Я уже неоднократно об этом говорила. Это постоянно происходит. Немножко починят, опять обстреляют. Немножко починят и опять обстреляют. Я говорила, что всегда ответка приходит после того, когда Зеленский атакует какие-то российские объекты. Зеленский абсолютно не может себе этого всего позволить. Но он продолжает хвататься за соломинку, подставляя свой народ. Если даже он безбашенный и не хватает серого вещества в голове, наверняка у него есть советники, которые инструктируют его, обсуждают, какие потери, какие обстрелы могут ожидать Украину. Тем более уже зная о том, что Россия решительно убивает инфраструктуры Украину. Нет, чтобы притормозить, он опять провоцирует. От всего этого страдают 40 миллионов жителей Украины. Украина теряет електроенергію, також всі оружейні заводи, воєнні бази. Друзі, поки ми з вами сидимо без світла, Україна експортує і продає електроенергію за кордон. Я про це здогадувався, але вирішив перевірити особисто. Дивіться. Заходимо на сайт Transparency Platform.
Тут, от бачите, вибираємо країну Україна. І тут от 23.01, це сьогоднішній день, коли я знімаю це відео. І що означає? Дивіться, в Словакію 736 МВт. Там, де мінус, це виходить з України, де плюс заходить в Україну. З Росією 0, з Румунією 388 МВт, з Польщі ми продаємо 370 МВт, в Молдову 164 і так далі. Дивіться, ми з вами сидимо без світла, без води, без тепла, а вони продають електроенергію. Я сам в шоці. А тепер, коли я зібрав усіх зрадофілів тут, тепер я вам розкажу, в чому маніпуляція і де правда. Дивіться, це просто перетік електроенергії. Оскільки ми в єдиній енергосистемі, то, звісно ж, є перетік, я розкажу, як він відбувається. А тепер ми вибираємо комерцію. І дивимося, скільки Україна продала сьогодні. Дивіться. Із Словакії в Україну 196, тобто ми купили. З України в Словакію 0. 0 продала Україна в Словакію сьогодні. З Росії, понятно, 0. Тоді це що? З України в Росію, понятно, 0. І ви тут все ви можете побачити. З Румунії. Румунія продала Україні 163. І так далі, і так далі. Дивіться, такою простою маніпуляцією, де показують перетоки і не показують продаж, маніпулюють оці всі зрадофилы и хейтеры. А вчера атака была до того сильная, что даже украинские СМИ говорят о действительно страшных повреждениях. В нормальном случае они много чего скрывают. Россия вызывает в результате массовой атаки на украинскую электросеть. Значительные повреждения на тепловых электростанциях. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины сообщила, что оборудование ее тепловых электростанций потерпело значительные повреждения. 7 февраля по всей стране аварийное отключение и до 5 уровней. В восточных и северных регионах вводятся дополнительные меры чрезвычайного характера. Украинский оператор сети Укранева даже просил Польшу о резервном электроснабжении, не уточняя деталей. Украинское электроснабжение полностью сломалось, и даже нужно сейчас резервная помощь из других стран. Кстати говоря, я прочитала много информации, что Германия сама уже на грани, не коллапса, конечно, огромнейших проблем поставок электроэнергии. Поэтому в данном случае я не могу представить, что Германия могла бы во благо Украине пожертвовать здоровьем немецкого населения. Хотя все возможно. Вот, было у нас уже отключение недельное электроэнергии, воды и света. И что? Из-за чего? Все генераторы были посланы в Украину. Поэтому меня уже ничего не удивит. А в этом году, вся Европа, кроме Юга, Украина, Россия, Америка. Очень холодная зима. Саудовская Аравия говорит «нет» мерцу. Газовый план провалился. Мы находимся в газовом кризисе. Газ у нас заканчивается. В некоторых федеральных землях запасы газа опускаются ниже 10%. Да, в это трудно поверить. И принц Мохаммед бин Салман Аль-Сауд лично дал ему отворот-поворот. Наблюдали за тем, что происходит в России, и поэтому называют Германию ненадежным партнером. Прежде всего, Мерц, видимо, думал, что после 4 лет войны сможет пойти навстречу России. В переговорах в Саудовской Аравии он заявил, что в целом готов к переговорам. Путин тогда же насмешливо спросил, почему только сейчас? После 4 лет. Россия уже в 2022 году была готова к переговорам, но ЕС это заблокировал. Саудовская Аравия внимательно наблюдает за развитием событий. Загадочно, почему вдруг они перестали разговаривать друг с другом. Хотя ранее существовала многолетняя тесная история отношений, особенно связанная с Северным потоком-2. Как может от одного дня к другому произойти? Полный разрыв общения. Но давайте начнем сначала. Это 6 февраля 2026 года, и зима крепко захватила Германию. На улице метет снег, температура опускается до минус 20 градусов, и люди дрожат не только от холода, но и от счетов за отопление. Как всегда, западные СМИ скрывают вот именно этот момент, что Украина на грани катастрофы. Или вообще не на грани, она уже находится в состоянии катастрофы. Как Зеленский, так и наши
политики говорят: о, да Зеленскому или Украине надо только послать больше оружия, и все будет вуаля прекрасно. Или, опять же, монеты, которые никогда в жизни не спасут Украину. Это просто обмывание денег, это разворовывание денег на ветер. Это не решит проблемы Украины. Если только Зеленский дальше будет затягивать войну, я не завидую украинскому народу. Какие страдания еще ожидают эту страну? Зная все это, в каком ужасном положении находится страна, зная, что не хватает солдат, скоро становятся фабрики и заводы, нет убийства изнутри Украины, не на поле боя. Зеленский лучше угробит свою страну, чем согласиться на все это. Есть один, только единственный выход – остановить Зеленского и подписать мирный договор. Больше вариантов Украины уже не осталось. И это надо понять каждому человеку, живущему в Украине. Реально невозможно. Согласны это, не согласны. Если вы хотите, чтобы ваша страна хоть немножечко еще не превратилась в каменный век, надеясь на то, что Запад поможет. Не поможет. Лучше потерять территории, причем территории, которые раньше вашим политикам так были важны, издеваясь над народом Донбасса. Зеленский заявил, что собирается идти на второй срок, хотя его люди выбирали, чтобы он закончил войну. Он превратил страну в разруху, загнал ее в катастрофические долги и просто разграбили всю страну. Ну, еще наши придурки, кастрюлеголовые, которые, к сожалению, остались в живых, благодаря которым наши ребята погибали, оставались инвалидами и сейчас уже потратили всю молодость и здоровье на фронте. Ну, эти ублюдки кажуть, що він найкращий, тільки він не втік, він не втік із своєї скумбрії по 8 гривень. Якщо ми хочемо бути членами європейської сім'ї, ми повинні воювати. Вы не надо никого винить, ни властям, ни еще кого-то. Вините сами себя. Вы сделали для нас, для всех будущее недобитое. И будущее для своих детей. Когда ваши дети будут культяпками отвечать, я сказал, суки, мне вас будет не жалко абсолютно. Это не какая-то пропаганда, что Россия производит в 1 месяц больше оружия, чем НАТО, все в НАТО вместе взятых. Это реальность, это говорят бывшие натовские офицеры. Против российской военной экономики нет никакого шанса выиграть на поле боя и вообще выиграть эту войну, пока Запад не ведет активную войну с Россией. И Запад перейдет на военную экономику. Но это уже вообще коллапс будет. Как для Украины, так и для Запада. Сейчас уже все ощущается. Пока Зеленский ищет всегда виновных, на заднем плане растет проблема, которая намного серьезнее любого отключения электроэнергии. Если Зеленский наконец-то принимает американское мирное предложение, тем самым остановив российские атаки, но Зеленский никогда этого не сделает, потому что это означает полный его провал. Вместо этого сейчас Зеленский занялся винить собственного ВВС за то, что недостаточно хорошо защищает Украину. Как будто ВВС из невозможного сделает возможное. Все по вине именно самого Зеленского. Это типичная реакция диктатора, который видит, когда все идет наперекосяк, когда он ищет всегда виновных и ответственность возлагает на ту же армию. Зеленский критикует украинские ВВС. Он резко раскритиковал неудовлетворительную работу ВВС в некоторых регионах Украины. Неудовлетворительно. Зеленский написал это в сообщении на Facebook после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым и начальником ВВС генерал-лейтенантом Грифоноцко, где обсуждалось срочное изменение военной тактики. Зеленский также возложил ответственность за отключение электроэнергии во всей стране на местные власти. Как долго Украина будет терпеть этого преступника? Этот тип не просто запретил выборы и находится на престоле незаконно, но теперь уже оскорбляет всех других, лишь бы чтобы все внимание приложить на других из-за собственной неспособности и тупости. Кроме того, алчности. Большой пример – это когда он выступал в Давосе, когда он жаловался, нет, не жаловался, он просто оскорблял весь Евросоюз, благодаря которым он заработал страшно много бабла
и без которого война, наверное, уже закончилась бы год после начала ее. Но сейчас уже вмешалось Международное атомное агентство и заявляет, что ситуация на украинской АЭС становится все хуже и очень напряженной и очень рискованной. Что приходится сейчас делать Украине? Отключать свои атомные электростанции. Они в буквальном смысле предупреждают о угрозе ядерной безопасности не только страны, а всего мира, то есть Европы. Генеральный директор Международного атомного агентства также подтверждает, что украинские АЭС в пятницу утром вновь были вынуждены снизить производство после того, как российские атаки повредили подстанции. Несколько линий электропередач были выведены из строя. Во время атаки один реакторный блок из-за колебаний напряжения был отключен от сети, в то время как АЭС Чернобыль работал на этих генераторах около часа. Гросси твердил свой призыв к сдержанности и Вот до чего довел Зеленский свою страну. И подставил всех нас. Даже если АЭС будут постоянно отключать от сети, это ничего уже не поможет. Самое ужасное, что может случиться для Украины и для Европы, затронут тоже Германию. Взорвется атомные электростанции. При такой катаклизме, который сейчас находится Украина, это очень даже реально. Зеленскому опять все пофигу. Ему только нужно поставки оружия. И тогда все будет хорошо. А то, что в стране скоро будет, ему пофигу, что атомные электростанции могут взорваться над головой. Украина сидит в темноте. Инфраструктура в руинах. Но Зеленский в это время критикует свою армию вместо того, чтобы заниматься решением вопросов, не снимая ответственности самого себя. И Зеленский не говорит честно своему народу, что его ожидает. Город Харьков. У нас электродом. Кричали, что электродома отключать не будут. Второй раз сегодня за день отключается электричество. Ни еды не приготовить, электропечка, ни жопу не помыть, ни отопление не работает, ни хрена. Кричали, отключать не будут. У кого еще отключают электродома? Что делать людям, у которых маленькие дети? Вот они живут в этих домах, ни отопления, ничего нету, ни еды не приготовить. Вот пришел ребенок со школы, и не покормить, ничего нельзя сделать. Я вам сейчас покажу, что происходит в самой Украине. Это переведенное мной видео немецкого журналиста, что азовцы используют тяжелое положение сейчас страны, ошибки Зеленского, коррупцию украинских политиков, возглавляемую Зелей. Всегда такое тяжелое время, вот отключение электроэнергии, коррупция, разворовывание, подставление своего народа используют националисты. И вот азовцы, конечно, проснулись сейчас, зная, что украинский народ разочаровался в своем правительстве, они ищут лазейки, чтобы набрать голосов о будущих выборах. Как азовцы используют страдания народа своих целей. Не потому, что они хотят защитить свой народ от страданий, от коррупции. Нет, не верьте этому всему. Украинцы, которые живут в Украине, вас просто хотят опять использовать. К сожалению, много украинской молодежь, она не верит уже Зеленскому и входит в ряды Азова. Сегодня все. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всем мира. Пока.